Привет! Ты на канале Мира Ашит. Здесь мы вяжем интересные и необычные вещи. В этом выпуске мы будем вязать вот такую невероятную, нежную, красивую сумку. Посмотри на ее текстуру. Я надеюсь, у меня сейчас все сфокусируется. Она пушистая. Она какая-то зимне-сказочная. Это, наверное, одна из моих самых любимых сумок. В общем, кайф кайфовый, все легко, все просто, мы совсем справимся. Погнали! Итак, нам понадобится 2 мотка трикотажной пряжи, 1 моток пушистой пряжи. У меня вот эта, и по размеру она подошла отлично, плюс еще осталось. Просто бывает разный размер. Длина трикотажной пряжи, она 300 метров, а здесь 150 метров. Но оно все равно сошлось 1 к 1. У меня хватило. Не знаю как. Не поддается логике. В общем, 2 мотка трикотажной пряжи, 1 моток пушистой пряжи травка, крючок номер 12, ножницы, иголка. И я вязала вот такую вот ручку с помощью спиц. У меня спицы эти номер 10, потому что больше не было. Нужны либо такие спицы, либо прямые спицы, но без кончика сзади, чтобы можно было туда-сюда вот так вот нитку водить. Если у вас нет спицы, вы не хотите покупать спицы, то можно сделать ручку крючком. Я в конце видео это говорю. Но если вы хотите такую ручку, то это спицы. Они стоят, кстати, 120 рублей всего. Поэтому можно и купить. И 2 карабина, любых. Погнали! Мы будем вязать из 2 ниток. Мне нравятся сумки так больше. Они получаются плотные. Ну, не знаю, они просто по ощущениям тактильным как-то круче выглядят. Более завершенно, что ли. Обязательно нитку перед вязанием нужно растянуть. Пряжа достаточно сильно тянется, чтобы потом сумка не деформировалась и чтобы вам хватило на больше. Ее растягиваем. И к этой пряже мы добавим 1 нитку пушистой пряжи. Итак, делаем узел. Обычный, просто вот обмотали, вытащили. Просовываем сюда крючок. Это 0. В любом вязании это никогда не считается, это 0. Нам нужно набрать с вами... давайте для начала наберем 14 петель. Я сейчас еще пока не думала, какой у меня ширины будет сумка. Так что давайте пока 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну поняли, да? Просто вот так вот подхватываете нитку и протаскиваете. 7. Задумалась просто о ширине сумки и что-то это забыла. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот, это у нас будет ширина нашей сумки. Теперь нам нужно будет вязать в обратную сторону. Чтобы мы могли вязать в обратную сторону, нам нужно сделать ряд подъема, такую стеночку боковую, чтобы развернуться. Делаем еще 1 петлю. И теперь смотрите, из этой косички, вот у нас эта петля вылезла. Вот наша следующая косичка, из которой ничего не вылезало. В эту следующую косичку просовываем крючок, вытаскиваем. И через 2. Сейчас будет то же самое, да, заново смотреть не надо. Что еще важно? Если вы уже вязали сумки по моим мастер-классам и знаете, что дальше сейчас будет, то, в принципе, все то же самое. Мы вяжем по прямой. У меня будет, наверное, 9 рядов переда, 4 ряда дна, 9 рядов зада и наборная коса для симметрии. Итого 22 ряда плюс 1. И потом я покажу, как я вяжу бока и саму ручку. Кто еще не вязал, то давайте продолжать вместе. Вот следующая дырочка, где ничего нет, да? Следующая косичка, в нее вытащили сюда. Следующая косичка, да? Мы сюда еще не вязали, в нее вытащили сюда. Следующая косичка, вот она, в нее вытащили сюда. И в принципе все, это все основное движение, больше в этой сумке ничего нового у нас происходить не будет. Сейчас мы с вами довяжем до конца.
Я покажу, как вам нужно развернуться, чтобы перейти на следующий ряд. Ну и в целом, само основание сумки сейчас просто вяжем сами тогда, потому что ничего меняться не будет. Просто в каждую косичку засунули, вытащили через 2. Засунули, вытащили через 2. Обязательно хорошо растягивайте пряжу, потому что разница колоссальная, насколько ее может хватить. На пол сумки, да, или на целую. У нас с вами должно получиться ровно 14 раз таких, потому что 14 петель набрато. Если где-то засомневаетесь, то просто считайте, чтобы вышло 14. И вот последний у нас, видите, осталась дырочка и узелок. В узелке мы там ничего не расковыриваем, просто в дырочку провязали. Дальше, когда мы заканчиваем, всегда мы делаем, вот провязали, и делаем еще одну петлю, это ряд подъема, это чтобы подняться на следующий уровень. Вот мы его провязали, поднялись на следующий, и также вяжем уже в обратную, в эту сторону. Начиная с первой дырки, вот здесь вот уже ближе вообще ничего нет, вот, ну, галочка, да, там пряжа, стеночка, как угодно, и первая дырка, самая ближняя, в нее вытащили через 2. И так до самого конца. Сейчас я вам в конце еще покажу тоже, где мы заканчиваем. И дальше вяжем сами, потому что здесь вот просто по прямой повторять одно и то же. Вы здесь вяжете, ну вот вы поняли, да, у вас такие будут перекладинки, вот они, перекладинка, перекладинка, и между ними дырочки, вот они. Вы просто вот в эти дырочки провязываете. И смотрите, вот последняя петля получается, вот наши такие перекладины, да, которые... Вот перекладинка и вот перекладинка, между ними дырочка. Вот это последняя петля между двумя перекладинами. Вот мы провязали, да, и дальше там после этой перекладины ничего не выковыриваем, не ищем, все, это последнее. Подъем. И развернулись на следующий ряд. Теперь смотрите, сейчас покажу, как считать ряды. Покажу на другой сумке, так лучше видно. Видите? Оно как бы ячейками вот такими идет. Галочка, галочка, перекладинка. Вот перекладинки, они не считаются. Ряды это раз ряд, два ряд. Да, между перекладинкой 2 галочки. Это раз ряд, 2 ряд. 3 ряд, 4 ряд. То есть одна такая ячейка, это 2 ряда получается. Здесь 1, 2, 3, 4. 8 рядов. Здесь сейчас мы с вами провязали 2 ряда. Вот у нас перекладинка. И вот 1 ряд и 2 ряд. С этой стороны у нас перекладинка, галочка, галочка, перекладинка тут. Они отличаются перед и зад. Давайте тогда провяжем оставшиеся ряды и встретимся. Всего у нас будет 22 ряда, 2 уже есть, осталось провязать 20. И я покажу, как сделать бока, ручку и все это вместе сшить. Смотрите, у нас получилось 9 рядов переда, 4 ряда дна и 9 рядов зада. Но так как спереди мы делали первую косичку нашу такую, когда мы набирали петли, то по краю у нас здесь получается не 9, а 10 дырочек. А здесь их 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чтобы у нас потом сошлось, нам нужно здесь сделать еще один ряд. Мы можем закрыть вот так же, как там делали, косичками. Сейчас я вам покажу. Набираем петлю. В следующую дырочку, вот в первую, просовываем. И не провязываем, а просто вот эту петельку просовываем через вот эту, вон там, снизу, вот так. Теперь в следующую дырочку мы просовываем, вытаскиваем. И также вот эту петлю, ну, снизу просовываем, то есть вот это сверху проходит у нас. И стараемся вот это все, что у нас тут получается, наверх поднимать, потому что оно может вот сюда спуститься, а нам надо, чтобы оно сверху было. И делаем так до конца. В следующую дырочку высунули,
через вот эту просунули сверху. Следующую. Тогда у нас все сойдется, будет одинаковое количество дырочек. Вот этими ниточками я помечаю дно, чтобы потом ровно ручку привязать и не сбиться нигде. Но вы можете просто провязать 9, 9, 4, 22 ряда и 23 вот так вот закрыть. И тогда у вас сойдется. Просто отсчитайте 10 дырок, и в середине у вас останется 4. Вот, мы довязали до конца. Здесь сейчас отрезаю эту ниточку. Вытаскиваем. И затягиваем, завязываем. То есть берем вот через дырочку одну нитку, протягиваем. Здесь все расправляем, чтобы у нас ровно верх был, никуда не перетянутый. И завязываем. Так, это у нас изнанка, ну пусть, ладно. Здесь будет со стороны изнанки, потом вытащим, куда нам надо. Так, перед низ, зад у нас готов. Теперь мы будем вязать боковые части. В боковых частях у нас должно быть 9 рядов. Ширина будет 4, потом 2, да? Так. Ниточку оставим подлиннее, она у нас будет болтаться снизу. Завязываем узелок. Набираем 4 петли и одну боковую. Можно сразу 5 набрать. 1, 2, 3, 4 и 5 боковая. Провязываем 4 раза, у нас должно быть получиться. Вот эту галочку мы пропускаем, как также мы в сумке делали. Вот в эту галочку мы вяжем впустую. Один, в следующую 2, в следующую 3 и в следующую 4. Провязали, разворачиваем. Нам нужно провязать таких 5 рядов. Значит, даже 6 рядов. Подъем. Второй ряд. Раз. 2. 3, 4. Подъем. Третий ряд. Четыре. Так, у нас дырочек получается. Это для дна. И вот 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно. И 6-й ряд. Подъем. Раз, 2, 3, 4. Мы провязали 6 рядов, теперь мы будем сужать нашу ручку. Что для этого нужно сделать? Смотрите, мы делаем ряд подъема. Это у нас 7-й ряд сейчас будет. Мы провязываем в первую дырку 1. Дальше, следующую дырочку мы пропускаем и вяжем вот в эту дырочку. 2. И в последнюю дырочку 3.
Разворачиваем. Подъем. В первую дырочку мы вяжем 1. Следующую дырочку мы пропускаем и вяжем вот в эту. 2. Теперь мы вяжем в обе дырочки. Подъем. 1. Два. Так, у нас получается это дно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И еще. Подъем. 1. 2. Все, бок нашей сумки у нас готов. Его нам нужно завязать и связать второй такой же. Здесь узел можно оставить, мы потом его к сумке привяжем. Вяжем второй, и я покажу, как привязать его к сумке. Теперь мы будем сшивать две наши боковинки и саму сумку. Нам нужна наша нитка. Как понять, сколько? Ну, во-первых, вы все растянули, а потом 3 такие длины отмерили. 1, 2, 3. 3 длины, плюс мы сшиваем 2 нитки, сворачиваем это напополам. Сейчас все подтянем хорошо и отрезаем. Так. А я смотрю... Ну, короче, просто смотрите зрительно вот по верхушкам, какая сторона вам больше нравится. У меня это наизнанка будет. У меня это будет изнанка, потому что здесь такой кривой верх, здесь тоже кривой. Здесь этот ровный, ну и здесь этот более-менее. Вот это перед у меня, то будет зад. Кладу передом на стол, беру ручку. В ручке также, видите, низ один начинается с двойной ячейки, другой с кривой с какой-то. Это будет у меня перед. Итак, вот эту ниточку я просовываю через крайнюю дырочку дна. Вот у меня дно, да? Ну вот видите, тут дырки такие по бокам везде идут. Мы в них будем сшивать. Вот у меня дно помечено. У меня получается здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот 10, 10 дырочек. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И тут 10 в косичке, 10 дырочек. Если вы не помечали, то у вас просто 10, 10, и вот тут 4. 10, 10, я говорю, мы набирали 9, тут мы вязали 9 рядов, 4 ряда, 9 рядов и косичку набирали. В общем, я надеюсь, вы все поняли. Итак, эту штучку мы просовываем вот сюда, вот в эту дырочку, в нашу крайнюю. Просунули. Так, нитку разделяем. Не на 2 части, одну часть чуть длиннее, которая будет вот это вот провязывать и сюда уходить, потому что здесь еще вот эту часть надо. Снутри, вот с этой дырочки, вот отсюда, в первую дырочку нашей боковой части. Вот видите, здесь тоже 1, 2 дырочка, 3 дырочка и 4 дырочка. Вот первая дырочка мы просунули. И одну нитку мы вытащили. Одну нитку оставили сзади. Которая остается сзади, она должна быть чуть покороче. Не сильно, но чуть покороче. Так, теперь здесь на серединку. Еще раз просунем эту дырочку, чтобы ее покрепче сшить. И сшиваем просто все дырочки нашего дна. Вот следующая дырочка здесь, следующая дырочка здесь. Сшили.
третья дырочка, сшили. Вытаскиваем из последней, четвертая, и еще раз. Теперь шьем бок. Опять же, вот рисунок, вниз мы вшили. Теперь здесь у нас пупырышка получается, мы шьем, а здесь у нас тоже сходится с пупырышкой. Все. Это важно, чтобы не сбиться нигде, потому что это очень легко сделать, особенно снизу. Пупырышка, пупырышка. Еще раз давайте. Пупырышка, пупырышка. Дальше середина. Ну и все, дальше идете просто по рисунку смотрите. Здесь получается, так как совпало, у нас будет середина к середине, пупырышка к пупырышке. Да, сейчас на этом моменте я вспомнила, что я планировала сшивать это двумя нитками, а не одной. Ну да ладно, уже как сшили. Середина к середине, верхушка. Вот это нам надо сейчас будет затянуть. Вот эту сейчас нашу завязочку мы просунем вот через эту дырку сумки и завяжем потом эту нитку с узлом от этой нитки. Давайте еще раз сейчас провяжу. Так. Потом еще получше завяжем. Все, и по такой же аналогии вы сшиваете этот бок. И потом точно так же делаем обратную с вами сторону и делаем ручку. Главное, рисунок весь сверяйте, потому что здесь у нас сейчас, вот здесь пупырышка, а здесь у нас она будет соединяться, видите, не с пупырышкой уже, а с вот этой дырочкой с такой. Потому что дно у нас вот тут закончилось. Короче, обязательно смотрите рисунок, когда сшиваете. А посмотрите, какая у нас классная форма получилась. Видите, бок, он такой треугольный, как будто идет низ шире, а верх он поуже. Ну, в общем, очень круто, мне нравится. Прям форма красивая вышла. Теперь смотрите насчет ручек. Я буду ручки делать спицами. Мне нравится такая форма ручки. Но вы, если у вас нет спиц, вы можете вязать ручку так же, как мы вязали сумку. То есть вы этим крючком набираете воздушные петли. Да, вот эти наши обычные, делаете узел. Только очень хорошо ее растягиваете обязательно, чтобы потом ручка у вас не растянулась и не стала до колен. Набираете воздушные петли столько, сколько вам нужно, да, ну, какая длина ручки вам нужна. Набрали и потом обратно вернули, ряд провязали. То есть вот так вот набрали, потом развернули и провязали в обратную сторону. И у вас может быть эта ручка. Хотите, можете сделать ручку шире. Тогда просто вот 3 петли набрали и вяжете вот так вот туда-сюда, 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 туда-сюда. И у вас эта ручка. То есть можете ручку сделать точно такую же, как сумка. А я хочу сделать другую ручку, потому что, мне кажется, она к этой сумке будет очень круто выглядеть. И сейчас я покажу, что это будет. Мы берем также наши нитки, две эти, одну пушистую. Итак, смотрите, как мы делаем. Если вы никогда не вязали спицами, я вам сейчас покажу, как набрать. Кладете нитку вот так вот. И не переживайте, я это легко сейчас все объясню. Кладете, значит, вот так. Вот и берете ее. Вот нитка от клубка идет, вот нитка короткая. Ее на большой палец, эту зажали. Главное, ну вот таким треугольничком вам надо ее зажать. Берете спицу. И теперь смотрите, всегда делаете сверху в середину. И опять сверху в середину, сверху в середину. А смотрите, как мы делаем. Ну вот мы отсюда, да, допустим, сверху вот так вот в середину. Потом вот эту линию. Вот эту вот. Также сверху в середину. И вот эту сверху в середину. Получается, у нас был треугольник, и мы его с каждой стороны подхватили, да? Вот еще раз. Кладем,
у нас треугольник, раз, два, три. И мы берем его вот так вот, да, в середину. Вот эту ниточку сверху в середину. И вот эту ниточку сверху в середину. Это самая сложная вещь, которая была. Раз, два, и еще раз нам нужно одну набрать. Верхняя у нас как будто взята уже, да, и мы берем боковую, и вот эту берем. Все, у нас получилось 3 петли. Теперь смотрите, как мы делаем. Вот эта ниточка наша нам не нужна. Мы ее, вот здесь вот мы вязали, переворачиваем на нашу другую сторону. Если у вас не круговые спицы, а прямые, то на другую сторону прямых спиц. Главное, чтобы там кончика не было. Теперь мы берем первую нашу петлю, в нее просовываем снизу. Вот мы просунули в нее, да, в дырочку засунули. Берем вот эту вот и вытаскиваем через нее. Сзади, да, вытащили и снимаем ее с петли. Вот мы ее сюда перенесли. Наша следующая петля, да, мы берем, внутри ее засунули, да, вот за заднюю палочку. Вот эту вхватили, вытащили. Засунули. Подхватили, вытащили. Опять на эту сторону. Ну, в общем, у нас ничего не будет меняться. Так мы и делаем с вами. Засовываем в петлю и вытаскиваем. Засовываем в петлю и вытаскиваем. Перекидываем на другую сторону. Все, вяжите. Не забудьте очень хорошо в ручке растягивать пряжу. И когда свяжете нужную для вас длину, заканчиваем и оденем вместе на сумку и посмотрим, что у нас получилось. Так, вот я связала нужную мне длину ручки. Как мы это закрываем? Провязываю петлю. Ой. Провязываю вторую. И теперь вот эту вот петлю переношу вот сюда вот. Сбрасываю ее. Провязываю третью петлю. И вторую также переношу и сбрасываю. Все, отрезаю лишнюю нитку. Кончик вот этот вот, одну нитку я через серединку протаскиваю. Хотя даже нет, я сейчас, наверное, возьму иголку, а то крючок очень широкий. Вот так. И завязываю узел. Если у вас нет этих, то вы можете просто ручки привязать к самой сумке и все. Мне хочется уже что-то поинтереснее, а то у меня много таких сумок обычных. Так, это нам так надо. Значит, сначала одеваем ручку. Ручку находите дырочку, чтобы она плотно села. Вот, у меня будет вот здесь вот. Просто сами пальцем выбираете такую дырочку, чтобы при натяжении сумка у вас не растянулась как-то некрасиво. Одели на ручку. И сюда также находите дырочку комфортную какую-то. Я имею в виду, если вы очень сверху возьмете высоко, у вас она натянется, будет торчать некрасиво. Надо посередине и поглубже. Все, одели.
Хотя надо было, наверное, с той стороны. Вот, одна ручка, и точно так же делаем со второй стороны, и пойдем померяем. Ну и еще из таких вот висюлечек уже можете много нарезать и продеть, привязать либо к дну, либо вот сюда, вот к этой штучке очень много висюлек привязать. По висюлькам уже смотрите сами, как вам будет нравиться. Посмотрите, что у нас получилось. Мне кажется, это просто невероятно красивая и нежная сумка. Я прям вижу, как я иду, дует ветер, эти все ниточки разлетаются. В общем, полная красота. Мы, как всегда, с вами молодцы. Впереди нас ждет много классных мастер-классов. Вас я прошу не забывать ставить лайк. Поставьте его, пожалуйста, прямо сейчас, вот в данную секунду, потому что это ваше спасибо мне. Тем самым мои видео продвигаются. Скоро откроется монетизация, буду зарабатывать бабосики. Ну, в общем, до новых встреч. Пока-пока.